52-летний Мишель Эспосито, несмотря на его уважаемый возраст, его тело в лучшей форме за всю жизнь. Он обладает рекордом удержания full planche 47 секунд. Все это зафиксировано на видео, является персональным тренером по калистенике и гимнастике. С вами снова Workout Man. Поделюсь своим взглядом на это, основываясь на многолетней практике с 2011 года и опыте тренировок подопечных. Перекладина Лебруси. На любом снаряде он может показать уровень наравне с молодыми. Например, вот комбинация, где он выполняет элемент диван. Затем через Impossible выходит в упор на брусьях и поднимает тело через full planche в стойку на руках. И отжимается в горизонте, ноги вместе. Дальше переходит в притянутый передний вис и подтягивается. Напоминаю, 52 года человеку. И вновь переходит на удержание широкого планша, можно сказать, самолет на брусьях. То есть это классическая комбинация из связки элементов атлета на соревнованиях. Наметанный глаз подметит, что его техника безупречна, и, наверное, у него было какое-то прошлое. И действительно, он занимался спортивной гимнастикой, но перенести эти навыки в калистенику, все же для этого нужно тренироваться дополнительно. Также я нашел видео, где он 47 секунд держит передний вис и 15 раз делает подъем переднего виса вверх. На тренировке уверенно выполняет 4 подхода по 10 повторений в выход на 2 руки. А вот очень редкий и невероятно сложный элемент – ягодицы отрываются от пола. Его растяжка также не отстает, он поднимает высокий угол, удерживает его и переходит в элемент диван. Все это абсолютно без дрожи в руках и с невозмутимой мимикой в лице. Активный образ жизни – это именно про него. В свободное время он любит кататься на лыжах, сноуборде. Конечно, планш – это его коронный элемент, и он может выполнять его в разных вариациях, но и в переднем висе не отстает. Например, может делать вот такие перекаты с руки на руку, так называемые подтягивания лучника в переднем висе, и с легкостью может удерживать горизонт на пальцах на протяжении 21 секунды, делает чистые выходы на 2 руки и переходит в комбинации с другими элементами. Удивительно также то, что он способен и на резкие динамические движения, но все в той же силовой манере. Например, здесь он, не касаясь ногами, перепрыгивает, будь то молодой парень, на упоры для отжиманий разной высоты, находясь в положении планша. Также балансирует на нескольких упорах одновременно. У него хорошо развиты мышцы-стабилизаторы. Вот здесь мы видим, как он выходит в силовую стойку на руках на турнике. Причем она тут у него практически идеально ровная. А обычный планш для него – это легко, поэтому он делает его в том числе и с отягощениями. И с помощью партнера кладет на грудной отдел спины отягощения. Делая все эти элементы, можно отметить явно хорошее состояние суставов, сухожилий, позволяющее выполнять подобные трюки очень легко. Здесь огромная нагрузка на плечи и локти. Также он в состоянии сделать передний вис на 2 пальцах. Он способен отжаться в горизонте с широкой постановкой рук. Это показывает настоящую силу. Также совмещает статические элементы с легкой динамикой. И когда его волосы прикрывают лицо, то создается впечатление, будто это юный парень. Перейдя на кольца, он тоже легко выполняет горизонт. И даже отжимание лучника в горизонте на кольцах. Держит крест, тело его вообще не трясется. Делает попытки на кольцах full planche с отягощением на поясе, где написано, кажется, 10 килограмм, но диск выглядит больше. Также он выполняет нестандартные комбинации горизонта на брусьях. Везде прослеживается явная гимнастическая школа. Некоторые его элементы напоминают то, что делает атлет Эндрю Стронг. Некоторые виды горизонта делают также более молодые атлеты, такие как Эрик Ортис. Некоторые разновидности планша выглядят даже опасно. При просмотре его инстаграм-профиля комбинации часто повторяются. Выполняет он на разных тренировках их, но настолько качественно отточены, что каждый раз интересно наблюдать за этим мастерством. Вот еще интересная разновидность переднего виса на нестабильных углублениях для пальцев, как у скалолаза, подвешенная на ленте. Он выполняет вис идеально. В одном из видео он выполнял переходы из горизонта в стойку на руках. После 2 выдавливаний в стойку он опустился в самолет. Планш с широкой постановкой рук, силовая стойка на руках у него выходит очень легко. Также на время он засекал, сколько сможет продержать притянутый передний вис с касанием пресса турника. На согнутых руках он смог это сделать порядка 20 секунд. И потом еще на ровных руках продолжил висеть 36 секунд. Хочу задать вам вопрос. Интересуетесь ли вы изучением силовых элементов?
Стойки на руках, флажки, выходы на 2, передний вис, ласточка, горизонт и другие элементы, которые впечатляют внешне и одновременно развивают силу и контроль. Если вам нужны книги с подробными тренировочными планами, нагрузками и техникой выполнения, с фото, видео, напишите мне. Полный список элементов, ссылка под видео. Передний вис с весом на поясе 20 кг он тоже может сделать, ну и также подвесив 40 или даже 50 кг, может продержать порядка 10 секунд. На свое 50-летие он попробовал отжаться в планше ноги вместе, и у него вышло максимум 17 повторений. Просто невероятно. По качеству выполнения, по количеству в таком-то возрасте. Кстати, атлет сам из Италии. В комментариях его очень любят и поддерживают зрители из разных стран. Он не слишком много рассказывает о себе, но тут слова лишние. С каждым новым видео он подтверждает, что способен удивлять качеством и разновидностью вариаций. Казалось бы, 2-3 элементов, которые он делает во все возможные способы. Конечно, интересно было бы посмотреть, как он справлялся бы с другими элементами калистеники. Сил точно бы хватило, но его специализация – это все-таки совмещение гимнастики и калистеники. И он сосредоточен на разновидностях горизонта, переднего виса, стойки на руках. А молодые ребята в этом зале всегда с открытым ртом смотрят, как Мишель выполняет различные трюки и комбинации. Из того, что можно увидеть в его аккаунте в Instagram, то он делает подкачку с резиновыми петлями, а также использует отягощения. Тренирует ли он базовую подготовку, такие как подтягивания, отжимания, мы не знаем, но, согласитесь, гораздо интереснее смотреть за такими элементами в красивой технике. Он до сих пор тренируется активно и выкладывает видео в своем инстаграме. Раньше он любил отжиматься в стойке на руках, и также видео выкладывал еще в далеком 2020-м. Это неудивительно, его плечи должны быть очень сильными. Все же я нашел в инстаграме в 2019-м он выполнял подтягивания во флажке, то есть он его умеет. И получилось найти вот такие кадры. По подтягиваниям также удалось найти видео, где он выполнил 33 повторения, из которых 25 без пауз. На этом видео прервалось, но думаю, он смог бы сделать больше. В общем, делитесь в комментариях, как вам навыки такого возрастного атлета. А если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно туда загляните. Там ждет дополнительный тренировочный контент и чат атлетов для общения и взаимоподдержки. Присоединяйтесь по ссылке под видео. Если хотите, могу составить для вас персональный план тренировок с весом тела или с отягощениями. Формат – дома, на улице или в зале. Помогаю с питанием для похудения или набора. Даю программы для роста подтягиваний, отжиманий и изучения силовых элементов. Отзывы на сайте по ссылке под видео. И если тема силовых тренировок вам близка, то обязательно гляньте вот это видео на канале Workout Man.